Есть места на Земле, куда нельзя попасть. Не потому что далеко, не потому что дорого, потому что туда физически не пускают. Закон, армия, племя с луками или просто здравый смысл. И почти за каждым таким местом золото, или клад, или тайна, которая стоит дороже любого золота. Кто-то охраняет такие места законом, кто-то ядом, ртутью, ледяной водой без кислорода, а кто-то просто верой в то, что трогать это нельзя, и точка. Сегодня 10 самых запретных точек планеты. Места, куда не пускают кладоискателей, и истории о том, что там может лежать. Где-то это сотни лет легенд, где-то настоящие смерти, и не одна, а где-то золото, которое уже нашли, просто забрать его все равно нельзя. Мы пройдем путь от подземного архива в центре Рима до озера в австрийских горах, где до сих пор ловят дайверов-нелегалов. От гималайской вершины, на которую запрещено даже смотреть снизу с альпинистским снаряжением, до острова в Тихом океане, где рейнджеры случайно наткнулись на сундуки с золотом после обычного шторма. Каждое из этих мест – отдельная история, и в каждой есть то, что объединяет их все – желание человека добраться до спрятанного и сила, закона, природы или веры, которая стоит на пути. Поехали. 10 место. Рим. Под двориком Ватиканских музеев 2 этажа вниз. Бункер. Бетон, сталь, никаких окон. А вокруг 85 километров полок. Это не оговорка. 85 километров документов, накопленных церковью за 12 веков. Письма пап, протоколы судов, дипломатическая переписка с половиной монархов Европы. Чтобы представить масштаб, если вытянуть все эти полки в одну линию, ими можно дотянуться от Москвы до Тулы. И это только основное хранилище. Есть еще боковые архивы при каждом ведомстве Святого Престола, у которых свои собственные подвалы. Раньше архив называли секретным, сейчас — апостольским, чтобы не пугать туристов словом «секретный». Папа Франциск лично переименовал архив в 2019-м, объяснив, что слово «секретный» в латыни означало просто «личный», «отдельный», но за века оно успело набрать совсем другой смысл в головах людей. Суть, впрочем, не изменилась. Попасть туда обычному человеку нельзя. Только ученым, только по заявке, только с обоснованием темы исследования. И даже им дают читать ограниченное число документов в день под присмотром архивариусов. И есть жесткая граница по времени. Документы открывают только до тех пор, пока правил один папа. После определенного года все, дальше нельзя. Сейчас граница доступа проходит по 1958 году, концу понтификата Пия XII. Это значит, что вся вторая половина XX века — холодная война, отношения Ватикана с диктатурами, скандалы внутри самой церкви — до сих пор закрыты для исследователей. Что внутри, помимо переписки и протоколов? Дело о процессе над тамплиерами, тем самым орденом, который, по легендам, прятал золото и реликвии по всей Европе после того, как был внезапно разгромлен французским королем в начале XIV века. Документы об отлучении Лютера от церкви. Протокол суда над Галилеем за идею, что Земля вращается вокруг Солнца. И, как говорят теоретики заговора, что-то еще. Доказательства существования внеземной жизни. Альтернативные Евангелия, которые церковь якобы скрывает от верующих. Карты с указаниями на пропавшие сокровища крестоносцев. Доказательств этому, конечно, нет, но и проверить нельзя. 85 километров полок, и почти никто из живых людей не видел их все. Даже сам префект архива однажды признался, что полностью описать все содержимое – задача не на одну жизнь. Посчитать стоимость такого архива в деньгах невозможно. Документы не продаются и не оцениваются как товар. Но если попробовать представить рыночную ценность одних только подлинных рукописей, протоколов и переписки за 12 веков, эксперты по античным и средневековым манускриптам в самых смелых разговорах называют сумму, переваливающую за несколько миллиардов долларов. Просто никто никогда не выставит это на продажу. Слишком высок риск для репутации церкви и слишком велика историческая ценность каждого листа пергамента. Гималаи. Граница Бутана и Тибета. Гора высотой 7570 метров. Это почти на 1,5 километра ниже Эвереста, но при этом она остается самой высокой вершиной на Земле, на которую еще никто не поднялся.
И это не случайность и не просто техническая сложность. Не потому что не пытались. 4 экспедиции штурмовали ее в 80-х с современным снаряжением, ледорубами, кислородными баллонами. Одна за другой отступали перед штормами и непроходимым рельефом. А в 1994-м власти Бутана просто запретили подниматься на любые горы выше 6000 метров. Из уважения к духам. В 2003-м запрет расширили. Теперь в Бутане запрещен вообще любой альпинизм на любую высоту. Местные верят, в этих вершинах живут боги-хранители. Трогать их вершины – осквернение, которое может навлечь беду на целую долину. Жители окрестных деревень Лая и Лунана рассказывают про странные огни на склонах по ночам, про звуки, которым нет объяснения, и, конечно, про Йетти, снежного человека, который, по легендам, обитает именно здесь, в этих нетронутых ледниках. Но самое интересное не сама гора, а то, что вокруг нее, во всей буддийской традиции Бутана. Там есть особое слово – терма, скрытые сокровища. По легенде, еще в VIII веке гуру Падмасамбхава, которого здесь почитают как второго Будду, прятал по всем Гималаям тайные учения и реликвии, специально для будущих поколений, чтобы избранные люди их находили через века, когда придет нужное время. Этих людей называют тертонами, искателями сокровищ духа. Один из самых известных тертонов, лама Пема Лингпа, в XV веке нырнул в горное озеро с зажженной масляной лампой на глазах у недоверчивых жителей деревни, которые сомневались в его словах. Вынырнул он с деревянным ларцом и древним свитком в руках, а лампа так и не погасла под водой. С тех пор это озеро называют горящим. Местные говорят, крепости и монастыри по всему Бутану стоят прямо на таких спрятанных сокровищах, включая знаменитую крепость Парадзонг, по легенде, построенную поверх духовного клада самого гуру Римпоче. Так что на Ганхар-Пуэнсуме нет золота в привычном смысле, ни сундуков, ни монет. Там нечто другое, гора, которую нельзя трогать. И целая традиция кладов, которые находят не лопатой, а верой и видением. И все же, если попытаться оценить хотя бы то, что лежит в монастырях и крепостях у подножия, золотые статуи в человеческий рост, расшитые драгоценными камнями реликварии, многовековые тханки с золотой нитью, знатоки буддийского искусства осторожно прикидывают совокупную стоимость этих духовных сокровищ в сотни миллионов долларов. Но ни одна из этих вещей никогда не покинет монастырь и не станет товаром, потому что для местных жителей сама идея продажи такой реликвии звучит почти как святотатство. Китай, провинция Шэньси. Под курганом высотой 76 метров покоится первый император Единого Китая, и его гробница не открыта уже больше 2200 лет. Строили ее 38 лет. 700 тысяч рабочих, целая армия людей, которую сегодня сложно представить даже на крупные государственные стройки. По описанию древнего историка Сыма Цаня, мастера прокопали 3 слоя подземных вод, залили внешний гроб бронзой, а внутри сделали целый подземный дворец с дворцами и башнями для сотни чиновников, наполненный редчайшими сокровищами. На потолке выложили драгоценными камнями карту звездного неба, Солнце, Луну и созвездия. И установили арбалеты, настроенные стрелять в любого, кто войдет без разрешения. А еще там реки, не настоящие, из ртути. По легенде, мастера изобразили ими все главные реки Китая – Янцзы, Хуанхэ и даже море, и заставили их механически течь с помощью каких-то скрытых механизмов. Звучит как миф. Но в 1981-м японские геофизики взяли пробы почвы вокруг кургана и нашли концентрацию ртути в 100 раз превышающую норму. По более поздним замерам, даже в 70 раз выше нормы прямо в почве насыпи. Современные сканирования показали внутреннюю камеру размером примерно 80 на 80 метров, больше футбольного поля, на глубине 30 метров, до сих пор полностью нетронутую за 2230 лет. Геомагнитные и акустические приборы смогли заглянуть туда без единой лопаты, но что лежит внутри, видно лишь как темное плотное пятно на экране прибора. Так почему 2000 лет никто туда не зашел? Не из-за арбалетов и легенд. Главный китайский археолог, который вел раскопки больше 10 лет, сказал прямо: технологий для безопасного вскрытия просто нет.
Когда впервые раскопали знаменитую терракотовую армию рядом с гробницей в 70-х, краска на статуях скручивалась и облетала прямо на глазах археологов, едва соприкоснувшись с воздухом после 2000 темноты. А внутри главной гробницы, по расчетам, около 100 тонн ртути. Это меньше 10 кубических метров жидкого металла, но открыть камеру сейчас значит выпустить ядовитые пары в атмосферу и одновременно уничтожить то, что пролежало нетронутым 2200 лет. Поэтому Китай ждет. Может 10 лет, может 100. Государственная политика страны прямо так и звучит. Сначала сохранение, раскопки, только когда это станет действительно необходимо. Сокровища первого императора лежат на месте и пока останутся там. Что внутри, никто точно не знает. Но по описанию Сыма Цяня, там должны быть редчайшие артефакты – золото, нефрит и драгоценные камни целой эпохи. Историки искусства, прикинув стоимость по аналогии с уже найденными в комплексе предметами, в самых щедрых расчетах называют сумму, достигающую нескольких миллиардов долларов. Но это лишь догадка, ведь дверь в гробницу не открывали еще никогда. Единственный человек, который точно знал правду, умер больше 2000 лет назад, не оставив никаких подробных схем своего подземного дворца. Эфиопия, город Аксум. Маленькая часовня рядом с церковью Святой Марии Сионской. И внутри нее, как верят миллионы людей, хранится один из самых разыскиваемых артефактов в истории человечества – Ковчег Завета. Тот самый ящик, в котором, согласно Библии, лежали скрижали с 10 заповедями, полученные Моисеем на горе Синай. По легенде, его привез сюда сын царя Соломона и царицы Савской Менелик. Он отправился в Иерусалим к отцу с 12 тысячами спутников, а возвращаясь домой, узнал, что его спутники, сыновья священников, тайно выкрали ковчег прямо из Иерусалимского храма. С тех пор, говорят эфиопы, ковчег здесь. Почти 3000 лет. Правда, несколько столетий, по преданию, его прятали в других местах страны, чтобы он не попал в руки завоевателей. И вот в чем суть запрета. Видеть ковчег разрешено только одному человеку на земле – монаху-хранителю. Его выбирают на всю жизнь, и покинуть территорию часовни он уже не может никогда, даже выйти за ворота. Даже глава всей эфиопской церкви, Абуна, высший духовный сан страны, не имеет права на него взглянуть. Когда хранитель умирает, он сам заранее выбирает себе преемника из числа монахов, живущих рядом. Один из таких преемников, когда узнал о своем избрании, в страхе пытался убежать из города. Его догнали старейшины и привели обратно в Аксум, против его воли, и с тех пор он остался хранителем до конца своих дней. Был случай, когда иностранец якобы видел ковчег. Британский офицер и ученый по имени Эдвард Уллендорф в 1941 году во время войны. Десятилетиями позже, уже в 90-х, он признался в интервью одной из американских газет. Видел. Но позже выяснилось, то, что он видел, было обычной репликой, такой, какие стоят в любой эфиопской церкви страны. Не оригинал. Сам он предпочел не публиковать это при жизни эфиопского императора, своего личного друга, чтобы не задеть чувства целой страны, для которой этот ковчег не миф, а живая часть идентичности. Так есть ли там настоящий ковчег Моисея со скрижалями завета внутри? Никто не может сказать наверняка. Туда просто нельзя зайти и проверить. И так будет, пока существует сам обряд хранения. И все же, если на секунду представить, что внутри часовни лежит подлинный ковчег, деревянный ящик из акации, покрытый чистым золотом, увенчанный 2 золотыми фигурами херувимов, описанный еще в библейской книге «Исход», оценщики религиозных артефактов в самых дерзких прогнозах говорят о нескольких миллиардах долларов. Не за золото как металл, а за статус самого разыскиваемого священного предмета в истории человечества. Предмета, ради которого веками отправлялись экспедиции, писались книги и снимались голливудские фильмы. Тихий океан. 550 километров от берегов Коста-Рики. Маленький вулканический остров, всего 24 квадратных километра, заросший непроходимым тропическим лесом с водопадами, падающими прямо в океан. И именно его, как считают многие, описал Стивенсон в своем «Острове сокровищ». Настолько остров совпадает с книжной картой бухты скал, хотя сам писатель никогда там не был и работал по чужим морским картам и рассказам моряков, слушая истории бывалых капитанов в портовых тавернах Шотландии.
Здесь, по легендам, прятали добычу несколько самых известных пиратов в истории. Среди них португалец Бенито Бонита по прозвищу «Кровавый меч». И самая известная история острова – клад Лимы. В 1820 году, когда к перуанской столице подходила армия повстанцев под командованием Хосе де Сан-Мартино, вице-король доверил церковные и государственные сокровища капитану британского судна Мэри Дир, чтобы тот их спас и вывез в безопасное место. В описи тех сокровищ золотая статуя Девы Марии с младенцем в полный человеческий рост, усыпанная больше чем 1600 драгоценными камнями. Сама статуя по описи весила около 760 килограммов чистого золота. Это вес небольшого легкового автомобиля, отлитого целиком из драгоценного металла. Рядом с ней церковные чаши, кресты, тысячи золотых и серебряных монет. Капитан с командой, вместо того, чтобы доставить груз по назначению, убил охранявших его людей вице-короля и уплыл прямиком на Кокос. Там, по легенде, все и закопали в нескольких разных местах острова, чтобы никто не смог найти клад целиком, даже с точной картой. Вскоре их поймал испанский военный корабль и казнили всю команду, кроме самого капитана и его помощника, которым предложили жизнь в обмен на то, что они укажут место клада. Те довели испанцев почти до берега острова, а затем сбежали в густые джунгли и больше никогда не вернулись, оставив тайну умирать вместе с собой. Сам капитан Томпсон, по преданию, позже все же добрался до Канады на попутном китобойном судне, но никогда больше не возвращался за своим золотом и умер, так и не раскрыв точное место клада никому, кроме одного близкого друга. С тех пор остров искали сотнями экспедиций. Один немецкий авантюрист по имени Август Гислер буквально прожил на острове 2 десятилетия, с 1889 по 1908, перебрав едва ли не каждый метр джунглей, и нашел только несколько золотых монет. Костариканское правительство в какой-то момент даже официально назначило его первым губернатором острова, разрешив основать там небольшую колонию. Колония не продержалась долго. Слишком суровые условия, слишком далеко от любой цивилизации. Даже американский президент Франклин Рузвельт несколько раз приплывал сюда на рыбалку, и его команда пыталась поискать клад в свободное время между ловлей марлина. В 1978 году Коста-Рика объявила остров национальным парком. С этого момента поиск сокровищ там запрещен законом, разрешения больше не выдают никому. А еще в 2016-м рейнджеры парка после сильного шторма наткнулись на 5 деревянных сундуков, наполовину торчащих из размытого песка на берегу. Внутри почти 90 тысяч монет и артефактов, золотые статуи, церковная утварь, чаши и кресты. Историки оценили эту коллекцию почти в $200 миллионов. А сама легенда о кладе Лимы, та самая главная история острова, оценивается куда выше. По описи испанской церкви, помимо монет, в этом грузе была литая золотая статуя Девы Марии с младенцем в полный рост, усыпанная драгоценными камнями. По самым смелым подсчетам историков и нумизматов, полная стоимость клада Лимы доходит до $1 миллиарда. Найдена пока лишь малая часть. Остальное по-прежнему лежит где-то в этих джунглях, искать туда больше нельзя. Бразилия. 33 километра от побережья Сан-Паулу. 43 гектара земли – это меньше половины обычного аэропорта. И на каждом квадратном метре этой земли – змея. Золотистый копьеголов – один из самых ядовитых видов на планете, который живет исключительно на этом острове и больше нигде в мире. По разным оценкам, всего на острове от 2 до 4 тысяч таких змей, а по самым старым и пугающим слухам, счет вообще шел на сотни тысяч особей. Яд этой змеи в 3-5 раз сильнее, чем у ее родственников на материке. Дело в том, что этим змеям больше не на кого охотиться, кроме перелетных птиц, отдыхающих на острове по пути через океан. А у птицы нет времени умирать долго, поэтому за тысячи лет яд этого вида стал бить почти мгновенно. Укус способен убить человека меньше, чем за час. Когда-то на острове жил смотритель маяка с семьей. По легенде местных рыбаков, однажды ночью змеи проникли в дом через окна, и больше из этой семьи никто не вышел. Военный флот Бразилии автоматизировал маяк в течение нескольких месяцев после этого случая. С тех пор там не живет ни один гражданский человек, только периодические научные экспедиции.
Остров официально закрыт для посещения с 1920-х годов. Попасть туда могут только военные и узкий круг ученых по специальному разрешению Биологического института страны, обязательно с врачом в лодке и противоядием на борту. И все же легенда о золоте есть. Говорят, пираты специально завезли змей на остров, охранять зарытые сокровища. Звучит красиво, но это не так. Змеи оказались здесь из-за подъема уровня моря больше 10 тысяч лет назад, когда остров просто отделился от материка и оторвал от континента вместе с собой кусок суши со змеями внутри. Пиратов тогда еще не было даже в проекте. Это произошло за тысячи лет до появления первого человека в этой части света. И все же легенда живет. Десятки экспедиций пытались найти на острове клад, испанское золото, инкские сокровища, награбленное добро. Ни одна не вернулась с подтвержденной находкой. Доказательств клада нет. Но и опровергнуть легенду до конца тоже нельзя. Слишком мало людей в принципе ступало на эту землю, чтобы хоть как-то ее обследовать. Если довериться самой смелой версии легенды, а по ней на острове спрятан целый груз инкского золота, перехваченный когда-то у испанских конкистадоров на пути в Европу, по оценкам охотников за сокровищами, такой клад мог бы стоить несколько сотен миллионов долларов. Но проверить это невозможно. Зайти туда без специального разрешения и врача в лодке не вариант ни для одного кладоискателя в мире, даже самого отчаянного, потому что цена ошибки здесь — собственная жизнь, а не просто разочарование. Алтай — граница России, Казахстана, Китая и Монголии. Высокогорное плато на высоте больше 2000 метров, где 2500 лет назад кочевники пазырыкской культуры хоронили своих самых знатных людей под земляными курганами. В 1993 году российские археологи под руководством Натальи Полосьмак вскрыли один из курганов на плато и нашли нечто невероятное. Деревянная погребальная камера из цельного ствола лиственницы, замерзшая во льду на тысячелетия. Команда копала больше 2 месяцев, прежде чем добралась до главного. А внутри тело молодой женщины, сохранившееся настолько хорошо, что на коже до сих пор видны татуировки с изображениями фантастических животных. Рядом 6 лошадей в полной упряжи, принесенных в жертву. Журналисты тут же назвали ее принцессой Укока, хотя на самом деле, как позже уточнили сами ученые, она не была царских кровей, скорее представительницей среднего слоя общества с особой духовной ролью. Ученые позже выяснили и причину смерти – рак молочной железы, что подтвердили современные исследования с помощью МРТ-сканирования сохранившихся тканей. Но для местных алтайцев все было иначе. Они верят, что эта женщина была не просто человеком, а хранительницей, стражем у врат подземного мира, не позволявшим злу проникнуть в верхний мир. Раскопав ее и увезя в лабораторию в Новосибирск за 1000 километров от родной земли, ученые, по словам старейшин, лишили Землю защиты. И зло начало проникать в мир, принося беды. Спустя 10 лет, в 2003-м, на Алтае произошло землетрясение магнитудой 7,3. Разрушены сотни домов, есть погибшие. Для местных жителей это стало прямым доказательством. Трогать гору и тревожить покой хранительницы было нельзя. Когда позже случились и сильные наводнения, в разговорах снова всплыло одно и то же имя. После этого власти запретили дальнейшие раскопки на плато Укок по требованию коренных народов. А археологи уверены, под курганами там до сих пор лежит еще немало скифского и пазырыкского золота, звериный стиль, конская упряжь, оружие, украшения знатных воинов. Но искать его теперь нельзя. Земля закрыта законом и волей самих жителей региона. Если оценивать то золото, что уже подняли из похожих пазырыкских курганов Алтая в более ранние десятилетия, и умножить на количество еще не вскрытых захоронений на самом плато, археологи в своих самых смелых прогнозах говорят о сумме, переваливающей за $500 миллиарда. Но это золото так и останется под землей. Закон и воля коренных народов сильнее любого металлоискателя. В 2012-м мумию вернули на Алтай, но не в ее курган. Сейчас она в музее, в специальном зале, который открывают для посетителей лишь несколько дней в году в строгом соответствии с традициями местных жителей. Москва. Прямо под брусчаткой, под стенами, по которым каждый день проходят тысячи туристов с фотоаппаратами, старая легенда о библиотеке, которую искали цари, императоры и целые спецслужбы на протяжении 4 веков.
Либерея Ивана Грозного. По преданию, это огромное собрание древних рукописей, греческих, латинских, еврейских, досталось царям через бабку Ивана Грозного, византийскую царевну Софью Палеолог, которая привезла его в приданное в XV веке. Библиотеку прятали в подземельях Кремля в специально устроенных каменных подвалах, чтобы защитить от пожаров, которые регулярно сжигали деревянную Москву. Объем оценивают по-разному – от 800 книг до 70 подвод, груженных рукописями. Если верить максимальной оценке, это примерно столько груза, сколько везут несколько современных грузовых фургонов подряд. Искали ее почти все правители, кто узнавал об этой легенде. Наполеон, когда вошел в Москву в 1812-м, первым делом отдал приказ искать Либерею в подвалах Кремля. Настолько он верил в существование этой коллекции. Французы ничего не нашли. В 1930-х годах за дело взялся археолог Игнатий Стелецкий, получил официальное разрешение от советского правительства и несколько лет копал ходы под Арсенальной башней. Осенью 1934-го он нашел кладку, ведущую вглубь фундамента, а за ней что-то похожее на железную дверь с засовами и маленьким окошком. Казалось, вот оно, цель близка. Но именно в этот момент комендатура Кремля внезапно остановила весь проект, без объяснений причин. Ходит и другая история про охранника Кремля по имени Аполлос Иванов, который примерно в те же годы прошел подземными ходами от храма Христа Спасителя и обнаружил прикованные цепями к стене истлевшие скелеты и ряд железных дверей, разделявших отсеки подземелья. Найти библиотеку ему не дали сотрудники НКВД. Выход из-под земли к Москве-реке просто заложили кирпичом. Сам Иванов не сдавался десятилетиями. Уже глубоким стариком, в 90-х годах, накануне большого юбилея Москвы, он добился личной встречи с московским мэром и убеждал его, что точно знает место. С тех пор серьезных раскопок под Кремлем больше не проводили. Слишком дорого, слишком опасно для фундамента многовековых построек, которые и без того требуют постоянного укрепления, и слишком мало доказательств, что библиотека вообще существует в том виде, в каком ее описывают легенды. Скептики прямо говорят, возможно, никакой Либереи никогда и не было, а слух родился из единственного письма иностранного пастора, который видел какие-то книги в кремлевском подвале и преувеличил их ценность. Если она все же есть и сохранилась, а пергамент способен пролежать столетия без особого ущерба в сухом прохладном подвале. Историки в самых смелых разговорах оценивают такие книги и манускрипты в несколько сотен миллионов долларов. Но копать под действующим государственным символом страны никто не позволит. Земля под Кремлем – одна из самых охраняемых в России, и так просто туда никого не пустят ни с лицензией, ни без нее. Канада, провинция Новая Шотландия. Маленький остров среди 300 таких же островков в заливе Махон, на котором уже больше 200 лет ищут сокровища, и не находят. В 1795 году трое юношей, Дэниел МакГиннис, Джон Смит и Энтони Вон, нашли на острове странную впадину в земле и старое дерево со следами от блока и троса, будто что-то спускали глубоко под землю. Заинтригованные историями про капитана Кида, который, по слухам, спрятал здесь 2 миллиона фунтов перед своей казнью в 1701-м, юноши начали копать. На глубине нескольких метров слой плоских камней, еще глубже — деревянные настилы через каждые 3 метра, будто кто-то методично закладывал перекрытие по мере опускания все глубже. Кто-то явно прятал здесь что-то очень тщательно и тратил на это немало времени и сил. С тех пор это место зовут денежной ямой. И за 200 с лишним лет туда приезжали десятки компаний с самой разной техникой, паровыми насосами, бурильными установками, современными сонарами и дронами. Версии того, что там спрятано, разлетелись по всему спектру. От пиратского золота и казны разгромленной французской крепости Луисбург до шекспировских рукописей, способных доказать, что пьесы писал не сам Шекспир, и даже до Святого Грааля и Ковчега Завета, который якобы спрятали на острове тамплиеры много веков назад. В 1849 году одна из экспедиций добралась до глубины почти 30 метров и обнаружила там каменную плиту с непонятными символами. Перевод, который сделал позже один из лингвистов, звучал так: 40 футами ниже зарыто 2 миллиона фунтов. Сама плита потом бесследно пропала из музея, где ее хранили,
и сегодня существует только в виде зарисовок и пересказов очевидцев, что добавило истории еще больше тайны и заодно дало скептикам повод сомневаться в ее существовании вообще. Яму несколько раз затапливало морской водой, будто остров сам защищается через систему скрытых подземных туннелей, ведущих прямо к океану. А еще родилась жуткая легенда. Прежде чем остров отдаст сокровище, должны погибнуть 7 человек. На сегодняшний день погибли уже 6. Первый — в 1861-м, когда взорвался паровой котел насоса и рабочего насмерть обварило кипятком. Затем рабочий по имени Мейнард Кайзер сорвался и упал в шахту в 1897-м, когда лопнул трос подъемника. А в 1959-м сразу 4 погибли от ядовитого газа в одной из пробуренных скважин. Руководитель экспедиции потерял сознание от испарений, его сын бросился спасать отца и тоже потерял сознание. А следом за ними погибли еще 2 спасателей, которые один за другим спускались туда же. С 2011 года поиски на острове ведутся только по специальной государственной лицензии. Отдельный закон провинции, принятый специально под эту денежную яму, регулирует, кто и как может там копать. Современную экспедицию братьев Лагина показывают в популярном телешоу уже больше 10 лет. Сокровище так и не найдено, но если довериться самой смелой из версий, а по ней речь идет о казне, спрятанной британскими инженерами после захвата Кубинской крепости во время Семилетней войны в XVIII веке. По тогдашним оценкам сумма доходила до миллиона фунтов стерлингов. В пересчете на современные деньги, с учетом стоимости золота и серебра, это легко превышает 200 миллионов долларов. 7-я смерть, согласно легенде, все еще впереди. И первое место. Австрийские Альпы. Горный массив с названием «Мертвые горы». Узкая горная дорога в один конец, длиной почти 2 километра, густой лес и озеро, под которым нет кислорода, уже на глубине 20 метров. Поэтому все, что туда падает, не разлагается веками, а просто лежит на дне. Весной 1945-го, когда Третий рейх рушился под натиском союзников, нацисты искали идеальное место, чтобы спрятать самое ценное перед приходом победителей. Алмазы и золото на миллионы. Награбленные по всей Европе произведения искусства. Документы о местонахождении других спрятанных активов и счетов в швейцарских банках. Ящики везли через густой горный лес сначала на военных машинах, потом, когда дорога стала непроходимой, на телегах, запряженных лошадьми, и сбрасывали в озеро глубиной больше 90 метров. В 1959-м дайверы подняли со дна фальшивые британские фунты стерлингов на сумму около 700 миллионов по тогдашнему курсу. Это была операция «Бернхард», нацистский план обвалить экономику Британии, выбросив с самолетов миллионы поддельных банкнот прямо над крупными городами. Подделки делали узники концлагеря Заксенхаузен, которых заставляли работать под угрозой смерти, добиваясь почти идеальной копии настоящих денег. План так и не довели до конца, потому что не хватило самолетов и времени, а готовые, уже отпечатанные деньги просто утопили в озере вместе с печатным станком, чтобы не осталось доказательств. Слух о золоте на дне озера разлетелся по всему миру после публикации в немецком журнале. И начались трагедии. В 1963 году австрийские власти впервые запретили погружение после того, как очередной дайвер, которого на озеро привел бывший офицер СС, утонул, зацепившись снаряжением за стволы затонувших деревьев на дне. Всего на охоте за этим золотом погибли 5 человек за эти годы. Среди них были и опытные профессиональные дайверы, и обычные туристы, которые просто наслушались слухов в местных пивных и решили попробовать удачу самостоятельно, без подготовки и снаряжения. Сама природа озера работает против любого поиска. Дно усеяно сотнями стволов упавших деревьев, которые скатились с гор за десятилетия и образовали что-то вроде подводного бурелома, лабиринт из бревен, в котором легко зацепиться тросом или дыхательной трубкой и не выбраться обратно. А ниже 20 метров вода становится настолько соленой и лишенной кислорода, что обычное снаряжение там просто не работает как положено. В 1983-м немецкому биологу дали особое разрешение для научного погружения на специальной подводной капсуле. На дне он нашел обломки торпед, остатки гидросамолета, прототипы ракет для запуска с подводных лодок,
настоящий военный музей на дне горного озера и тот самый ком фальшивых фунтов. А еще несколько ящиков он специально не стал поднимать и оставил на месте по указанию властей. Главное золото так и не нашли. Американская телесеть в 90-х годах месяцами прочесывала дно озера со специальным оборудованием и не нашла ни одного сундука с драгоценностями. Но и сегодня погружение в топлиц строго запрещено законом, а австрийская полиция каждый год ловит у озера до 10 нелегальных дайверов, которые все еще надеются найти нацистское состояние, несмотря на штрафы и риск для жизни в этой ледяной воде без кислорода. Многие из них приезжают сюда снова и снова, год за годом, уверенные, что именно им повезет там, где не повезло предыдущим поколениям охотников за этим золотом. По самым смелым оценкам историков, если все, что нацисты действительно сбросили в это озеро в последние недели войны, когда-нибудь поднимут на поверхность, золото, драгоценности, украденные произведения искусства из музеев оккупированных стран, речь может идти о сумме, которая легко превысит $1 миллиард. Возможно, оно там до сих пор, погребенное под слоем бревен и ила. А возможно, его давно растащили те самые офицеры, что привозили ящики к берегу в 1945 году и вернулись за ними позже под покровом ночи. Точно знают только горы, и они молчат уже почти 80 лет. Вот и все 10 мест. От архива под Ватиканом до озера в австрийских горах. И знаете, что объединяет почти все эти истории? Запреты в них почти никогда не появляются просто так. За каждым стоит либо смерть, либо вера, либо страх повторить чужую ошибку. Кто-то теряет жизнь в шахте, как на Оук-Айленде. Кто-то верит, что нарушенный покой мертвых оборачивается землетрясением, как на Укоке. А кто-то просто понимает, то, что лежало нетронутым тысячи лет, как в гробнице китайского императора, лучше не трогать вообще, потому что современная наука пока не готова сохранить найденное. Сокровища во всех этих местах, настоящие или легендарные, давно живут своей собственной жизнью. Без них острова не называли бы запретными, горы священными, а архивы секретными. Запрет и тайна идут рука об руку. Уберите тайну, и запрет уже не будет таким манящим, а место перестанет привлекать тысячи людей со всего мира, готовых поверить в самую невероятную легенду. Может, часть этого золота никогда не существовала, а легенды родились просто из желания людей объяснить необъяснимое, почему остров закрыт, почему гора убивает штормами, почему гробница молчит 2000 лет. А может, оно лежит прямо сейчас в паре метров под землей, под водой или за дверью, которую никто не имеет права открыть. Как думаете, какое из этих мест скрывает больше всего шансов на настоящую находку, если бы туда вообще можно было попасть? Напишите в комментариях, обсудим. Спасибо, что остались до конца. На канале есть и другие истории про спрятанные сокровища и неразгаданные тайны. Заходите, выбирайте, что больше зацепит. А если хочется видеть таких разборов больше, подписка лучше всего это говорит без слов. До следующей тайны.